Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю сегодня вас к вязанию вот таких мокасин. Очень удобная обувь на весну, на лето. Я думаю, что вам понравится. Вяжутся они просто, никаких проблем не будет, я думаю, и для новичков. Друзья, все материалы на моем канале для вас абсолютно бесплатные. Поэтому я с удовольствием буду ждать от вас лайк, подписку на канал, чтобы получать уведомления о новых видео, и пару слов в комментарии. Нравится ли вам, что делаете вы, из каких материалов вяжете. В общем, пишите все, что считаете необходимым. Я буду рада любому комментарию. Ну а теперь начнем. Для начала нужна подошва. Я вот такую подобрала, 36 размер буду вязать. Я пробила отверстие по всей окружности подошвы и в каждое отверстие провязала по 2 столбика без накида. Нить использовала белого цвета в цвет подошвы. Вы можете использовать даже ту нить, которой вы будете вязать. Пряжа, вот такая у меня английская пряжа, 100% катон. На 100 граммов здесь 215 метров. Ну, по толщине она хороша для вот таких мокасинчиков. Будет хорошо. Я буду использовать крючок 2,5 миллиметра. И начинаю вязать с пятки. Вот здесь отмечу себе, где у меня будет пяточка закругления. Поставлю маркеры сюда и буду вязать. Начинаем вязание вот с этого места, от первого маркера. И провязываем столбики без накида в каждую петельку ряда обвязки до следующего маркера. Начинаем вывязывать пяточку. Не очень удобно держать на весу, но хочется, чтобы вам было лучше видно. Дошли до маркера, убираем маркер, провязываем последнюю петлю и переставляем эту петлю на маркер. Теперь вот эту нить протягиваем в начало ряда. Мы будем ее придерживать и ввязывать в следующий ряд. Отступаем от первой петли, с которой мы начинали, 3 петли вперед. В третью петлю начинаем второй ряд. Вяжем столбики без накида, второй ряд до маркера. Не забываем про нить, которую мы протянули в начало ряда. Она должна быть ввязана вот когда мы вяжем этот ряд, чтобы мы эту петлю вовнутрь завязали, чтобы она не болталась потом. Доходим до маркера и последнюю петлю провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Переносим ее на крючок и вместе с ней провязываем последнюю столбик. А потом эту петлю
мы маркер пока не переставляем, а добавляем еще 3 столбика без накида вперед. И вот теперь эту последнюю петлю переставляем на маркер, а нить протягиваем в начало ряда. Все последующие ряды будем начинать точно так же, отступая 3 петли вперед. В третью петлю начинаем вязать. Вяжем первые 3 столбика без накида, а затем вяжем столбиками, чередуя их, короткие с длинными. То есть один столбик будем вязать из петли предыдущего ряда, один столбик вывязываем из петли, опускаясь на ряд ниже. То есть получается как бы длинная петля. Показываю поближе. Вот из петли предыдущего ряда беру, вывязываю столбик, а следующий столбик опускаю крючок на ряд ниже. Ввожу крючок не в предыдущий ряд, а на ряд ниже. И провязываю тоже столбик без накида. Вот так их по очереди чередую. Вот получается такой длинный короткий столбик. Чередуем до конца, до маркера. В конце ряда последний столбик провязываем с петлей, которая у нас на маркере находится, снимая ее на крючок, и затем вывязываем еще 3 столбика без накида дополнительных. Последнюю петлю переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Следующий ряд вяжется точно так же, но вот где были длинные столбики, мы над ними будем вязать короткие, а там, где были короткие, над ними будем вязать длинные в шахматном порядке. Точно так начинаем ряд, отступаем вперед 3 петли и с третьей начинаем вязать столбики без накида. Затем по рисунку в шахматном порядке. Там, где у нас короткий столбик был, вяжем длинный из петли на ряд ниже, а там, где у нас был длинный, над ним вяжем короткий из петли предыдущего ряда. Вот так будет получше видно. Вот мы сейчас опускаемся на ряд ниже. Тут был короткий столбик, вяжем длинный. Следующий столбик вяжем из петли предыдущего ряда.
Теперь снова здесь был короткий, опускаемся на ряд ниже. Тут был длинный, над ним вяжем из петли предыдущего ряда короткий столбик. Продолжаем до маркера. И дальше мы будем вязать точно так же все остальные ряды. Провязать нам нужно 8 рядов. Вот так мы в каждом ряду вперед в начале ряда отступаем 3 петли. В третью петлю начинаем вязать. Вяжем по рисунку в шахматном порядке, чередуя длинные и короткие столбики. В конце ряда снимаем, провязываем последнюю петлю с петлей на маркере. Проходим еще 3 столбика вяжем, переносим петлю на маркер. Затем возвращаем нить в начало ряда и повторяем все снова. Вот мы провязали 8 рядов. Все 8 рядов у нас закончили мы этим рисунком. Дальше мы будем вязать просто столбиками без накида. И продолжать ряд мы будем вот от этой петли, которая у нас на маркере. Снимаем петлю с маркера на крючок и начинаем вязать столбиками без накида. Вяжем уже по кругу. Дойдем вот сюда до следующей стороны, где начинается рисунок, и будем все равно вязать столбиками без накида. То есть теперь мы на рисунок внимания не обращаем. Идем круговыми рядами столбиками без накида. Доходим до этой стороны, здесь начинается рисунок, но мы продолжаем вязать столбиками без накида. Вяжем круговыми рядами. И всего провязываем вот таких 5 рядов. Когда провязали 5 рядов, заканчиваем ряд там, где мы его начинали. Вот здесь у нас была петля с маркером, отсюда мы пошли круговыми рядами, и вот здесь заканчиваем 2 соединительными столбиками. Теперь нить мы обрезаем, а конец нити прячем в вязание. Перетягиваем этот конец нити на изнаночную сторону и между нитками прячем. Ну а теперь будем приступать к вязанию переда. Находим центральную петлю. От петли вправо отсчитываем 4 петли и в 5-ю начинаем вязать. Присоединяемся, один столбик без накида, затем делаем накид и провязываем петлю, протягиваем нить, но петлю не провязываем, держим на крючке. Дальше пропускаем 2 петли, снова делаем накид и еще один столбик. Вытягиваем нить, но тоже не провязываем. А вот теперь провязываем их все вместе.
Теперь 2 воздушных петли, накид, и вот в эту петлю, где мы провязали последний столбик, туда же провязываем такой недовязанный столбик с накидом, затем пропускаем 2 петли и снова недовязанный столбик с одним накидом. Теперь все вместе провязываем. Опять 2 воздушных петли, недовязанный столбик с одним накидом в эту же петлю, в которую был последний столбик, через 2 петли пропущенных в третий снова недовязанный столбик с одним накидом и провязываем их вместе. Теперь 2 воздушные петли, и после последнего столбика пропускаем 2 петли и привязываемся соединительным столбиком. Вот такой у нас первый ряд получается. Теперь поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд. Под каждую арочку, которая у нас получилась из воздушных петель, вяжем по 3 столбика без накида. В конце ряда провязываем 2 воздушные петли, затем от последней петли, которая у нас была в предыдущем ряду, отступаем 2 петли и в третью привязываемся к боковой части соединительным столбиком. Крючок заводим с лицевой стороны, и теперь у нас получился ровный первый ряд. Мы его выровняли. Вяжем следующий ряд. Одна воздушная петля и первый полустолбик, недовязанный столбик с одним накидом, в эту вот самую первую петлю, откуда у нас привязка. Второй столбик, недовязанный с одним накидом, вот сюда между 2 первыми столбиками, вот здесь у нас между 2. Вводим крючок и вытягиваем нить, а потом провязываем общую вершину. Набираем 2 воздушных петли и сюда же еще один недовязанный столбик, куда мы провязали первый, а в следующий между 2 следующими столбиками. Тоже делаем общую вершину. 2 воздушные петли, опять в последнюю петлю сюда же делаем полустолбик недовязанный. Затем между следующими 2 столбиками снова недовязанный и общая вершина. Две воздушные петли, опять сюда же еще один недовязанный столбик с одним накидом. И последний недовязанный вот сюда, где у нас было присоединение в конце ряда. Общая вершина. Две воздушные петли, 2 петли пропускаем, присоединяемся соединительным столбиком. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание
И изнаночный ряд мы будем вязать точно так же, как предыдущий изнаночный ряд. В каждую арочку, под каждую арочку 3 столбика без накида от начала до конца ряда. В конце ряда 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, присоединяемся с лицевой стороны соединительным столбиком. Следующий ряд и все остальные вяжем аналогично. Сейчас вам покажу еще поближе, еще один ряд, и дальше, я думаю, вы сможете самостоятельно. Вот мы первую петлю присоединились, да, теперь мы в эту делаем накид и в эту же петлю недовязанный столбик. Затем между вот этими первыми столбиками тоже недовязанный столбик. И затем делаем у них общую вершину. 2 воздушные петли теперь сюда же, вот где мы закончили, между первыми столбиками недовязанный, между вторыми столбиками снова недовязанный, общая вершина и 2 воздушных петли. Узор несложный, я думаю, что вы его уже поняли. Сюда же опять мы недовязанный столбик, между следующими 2 столбиками недовязанный, общая вершина. 2 воздушные петли и снова то же самое повторяем. Последнее тоже сюда вот недовязанный столбик. Там, где мы присоединялись в последнюю самую петельку, тоже недовязанный столбик. Общая вершина. И затем 2 воздушные петли. 2 петли пропускаем и в третью присоединяемся соединительным столбиком. Довольно простой узор. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и изнаночный ряд, как и все другие последующие, тоже в каждую арочку по 3 столбика без накида. В конце ряда делаем 2 воздушные петли, присоединяемся через 2 петли в третью, заводя крючок с лицевой стороны. Продолжаем так дальше и всего провязываем 13 рядов. Вот такой у нас должен получиться перед. А теперь нам нужно последний ряд выровнять. У нас всегда вот тут вот, да, идет скос в конце ряда. Поэтому мы оставляем последнюю петлю на маркере. Переносим нить в начало ряда вот сюда. И отступаем 2 петли, в третью привязываемся столбиком без накида. Делаем 2 воздушные петли.
и присоединяемся между первыми вот этими столбиками предыдущего ряда. Вот сюда, в эту первую пару, провязываем соединительный столбик, присоединяемся. И дальше под каждую арочку вяжем столбики без накида. Провязываем по 3 столбика без накида под каждую арочку, так же как мы вязали их в изнаночном ряду, только мы сейчас вяжем лицевой ряд. Довязываем до конца ряда вот сюда в угол. Здесь довязываем до маркера. И потом вот эти, когда у нас остается последний уже столбик, провязываем его вместе с петлей, которая у нас на маркере. Переставляем петлю на с маркера на крючок и провязываем все эти петли вместе столбиком без накида. Дальше мы в углу пропускаем угловую петлю и присоединяемся к боковой части. Будем продолжать вязать по боковой и задней части. Вяжем столбиками без накида все вот эти петельки боковой и задней части и довязываем таким образом до следующей стороны, до противоположного угла. Здесь также пропускаем угловую петельку, и вот под первую тонкую у нас тут 2 воздушные петли, провязываем 3 столбика без накида под эту арочку, а дальше продолжаем столбики без накида уже в каждую петельку, потому что тут мы уже под арочки провязали прошлый ряд. Вяжем до противоположного угла переда. Потом продолжаем по боковой, по задней части и доходим снова вот до этого угла. Провязали до этого угла. Здесь делаем соединительный столбик. И дальше наперед не идем, а оставляем эту петлю на маркере и возвращаемся к противоположному углу. Будем вязать сейчас только по боковой и задней части, пока мы перед трогать не будем. Протягиваем нить вот сюда, к этой стороне. Вот здесь впереди берем вторую петлю и с нее начинаем вязать столбики без накида. Идем точно так же, как мы провязывали, только теперь доходим до противоположной стороны, останавливаемся. Провязываем последнюю петлю с петлей, которая у нас на маркере. Присоединяемся к передней части. Вот здесь угловую петлю пропустили, в следующую соединительный столбик. Петля подъема и начинаем вязать обвязку переда. 2 петли пропускаем, в третью петлю вяжем 5 столбиков с одним накидом.
Теперь 2 петли пропускаем в третью соединительный столбик. Две петли пропускаем в третью 5 столбиков с одним накидом. Две петли пропускаем, соединительный столбик. Так довязываем до конца ряда. Вот такой у нас получился впереди красивый край. В конце ряда мы начинаем уже обвязку по боковой части. Буду обвязывать полустолбиками, но накид буду делать не сверху вниз, а снизу вверх. Вот таким образом. Смотрите внимательно, как я делаю, чтобы получились красивые петельки для обвязки. Не вот так, а вот так делаю накид, завожу снизу крючок и провязываю обычный полустолбик. Снизу поддеваю нить крючком, как накид, и провязываю полустолбик. Вот совсем медленно показываю. Снизу вот так крючком беру нить, подтягиваю и провязываю полустолбик. Вот такой красивый получается узор. До конца идем. Ряд закончили, сделали еще 2 соединительных столбика вот сюда наперед. Обрезаем нить и прячем ее в вязание. Ну вот и все, наша моделька теперь готова практически. Надо еще вклеить или вложить стельки. Нужно еще сделать, я думаю, какое-то украшение. Вот сейчас я подумаю, что сюда можно будет прикрепить, и обязательно украшу. Я думаю, впереди, может быть, сбоку какую-то пуговицу, может быть, хотя мне хочется очень прицепить впереди цепочку. Такая красивая будет, наверное. Сейчас попробую и вам покажу. Вот такую золотистую цепочку я прицепила, пуговицу такую взяла, сделала ее из двух, в принципе, из камушка и пуговицы плоской, и довольно получилось интересно. Мне очень нравится, так что считаю, что модель уже закончена. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. Ну и также напишите пару слов в комментарии. Хороших, красивых вам ровных петелек и до новых встреч!